Я, Ирина Александрович, приветствую вас. Продолжаем курс лекций, посвященный интерпретации рисунка. Сегодня предлагаю научиться читать рисунки, на которых изображен дом. Всем известна поговорка, часть которой построить дом, посадить дерево и родить сына. И не случайно методика «дом, дерево, человек» одна из самых популярных у психологов, использующих проективные методы в своей работе. Сама методика, предложенная Джоном Баком, встречается в прочтении фамилии Бок в 1948 году. Она изначально предназначалась для определения уровня интеллектуального развития человека, но затем, как и Маховер, Бак разглядел возможность использовать рисунки для получения психологического портрета человека. Разные модификации методики «Дом, дерево, человек» отличаются тем, предлагается нарисовать их на одном листе, в одной сцене или на разных листах. Мы будем рисовать по отдельности. Напомню, что для рисунка необходимы бумага нелинованная белая выбранного стандарта, карандаш простой средней мягкости. Итак, начнем. Нарисуйте дом. Приступим к интерпретации рисунка дома. Возможно, три основных варианта. Первый – многоэтажное здание, обязательно с антенной. Самый распространенный вариант – традиционный домик, рисуется более чем в 90% случаев. И, наконец, экзотика – это все остальные варианты, которые не подпадают под первые два, например, шалаш, скворечник и тому подобное. Высотное здание – самый редкий вариант. Рисуется человеком, для которого семья – чисто номинальное понятие. Обязательным атрибутом такого рисунка является антенна, признак формальности коммуникации. Также наличие антенны интерпретируется, если встречается в других вариантах изображения дома. Экзотичный вариант рисунка дома свидетельствует о романтизации отношения к семье и сформированности представления о том, что такое дом, что такое семья. Мир семьи важен настолько, что он противопоставляется всему остальному миру. В качестве иллюстрации экзотичного варианта рисунка дома не могу отказать себе в удовольствии продемонстрировать работы современного польского художника Яцека Ярка. Вновь обратимся к интерпретации рисунка дома. Необходимые детали, которые должны быть нарисованы. Хотя бы одна видимая стена, дверь, окно, крыша и труба. Следует обращать внимание, если одна из этих деталей отсутствует, поскольку это тоже является диагностическим признаком. Итак, приступим к признакам, проверенным в экспертных клинических исследованиях, их интерпретации и проиллюстрируем каждый из них рисунками реальных людей. Аутический домик. Изображен дом только с одним окном и без двери. Аутичный он в том смысле, что свидетельствует о дефиците у автора рисунка социального взаимодействия и общения. И наоборот, если подчеркнуты признаки обитаемости, дым из трубы, занавески, цветочки на окне, значит, понятие «мой дом» очень важно, и в реальном доме этот человек с трудом потерпит другого хозяина. Дом старый, разваливающийся, разрушительное отношение к самому себе, аутоагрессия. Дерево закрывает дом, потребность в зависимости и контроле от доминантных родителей или людей, исполняющих эту роль. Тут я хочу сделать одно замечание. Если диагностический признак находится только на одном рисунке, интерпретация ограничивается только темой данного рисунка. Если же тот или иной признак встречается в разных рисунках неоднократно, можно говорить о том, что он характеризует личность в целом. Это важно. В качестве иллюстрации признака «дерево закрывает дом» используется картина Поля Сезанна. И этот признак встречается у Сезанна неоднократно, причем особенно часто вскоре после рождения у него внебрачного сына. Дело в том, что Поль Сезанн получал денежное содержание от своего отца и, боясь его неодобрения, долгое время скрывал от него свою семью. Традиционный дом, но вытянут вверх, слабое чувство реальности. Иллюстрацией служит «Красный дом» Казимира Малевича. Эффект прозрачной стены, когда она есть, но открыта для зрителей. Демонстративное выставление собственной жизни всем на обозрение.
и потребность во внешнем влиянии на ситуацию в доме для ее нормализации. В случае, если изображены как бы прозрачные стены места отдыха, проблемы секса и релаксации. Дом вблизи – открытость, доступность или чувство теплоты и гостеприимства. Дом вдали – чувство отверженности. Пристройки у дома – признак агрессии против фактического хозяина дома. Протест против норм, против того, что человек считает искусственными стандартами. Справа картина Ван Гога, написанная им вскоре после встречи с братом, от которого он зависел материально, и за месяц до своей смерти. Ступеньки, ведущие в глухую стену, без видимых дверей, то есть они, может, предполагаются, но их не видно на рисунке. Это отражение конфликтной ситуации, наносящей вред оценке реальности, неприступность, может быть и неосознаваемая, хотя сам человек может декларировать желание свободного и сердечного общения. Здесь представлены два варианта домов в смешанном стиле. Слева промежуточный вариант между традиционным домом и экзотичным домом. Справа промежуточный вариант между домом-зданием и традиционным домом. И в том и в другом случае отдельные признаки интерпретируются, как если бы дом был традиционный. Дом-здание, например, в данном случае говорит о возможности ощущения человеком отношений внутри семьи с близкими людьми, как формальных, и неприятие их выражено следами, ведущими из дома. Изображение источника света внутри дома отражает недостаток света и тепла в переносном значении этих слов и попытку их замещения таким образом. Несоединенные стены – это если есть разрывы в линии стены, либо это объясняется, как в данном случае, бревнами, которые не соприкасаются, свидетельствует о потере самоконтроля над примитивными импульсами при большом дефекте критичности. Если видна только одна стена, то есть дом нарисован в одномерной перспективе, это тенденция к отчуждению и оппозиции. Если это боковая стена, а не парадная, то значение признака еще больше усиливается. Снизу жирный контур, в том числе акцентированный фундамент или контур основы, это высокая тревожность, человек пытается вытеснить конфликтные тенденции, испытывает какие-то трудности. Если стены снизу нет, например, рисунок как бы не поместился снизу, это слабый контакт с реальностью. Боковой контур жирный – фиксация на стремлении сохранить самоконтроль. Наоборот, если боковой контур тонкий – предчувствие какой-то угрозы. Так, со стеной мы разобрались. Следующий признак – крыша. Крыша совмещает в себе две функции. Первая – защитная функция дома, и вторая – сфера фантазии. Все это касается самого дома, семьи, отношений с жильцами, точнее метажильцами, то есть людьми близкими, но не обязательно входящими в понятие «семья» для этого человека. Толстый контур края – чрезмерная озабоченность контролем от фантазии, попытка ее обуздать. Если крыша обведена жирным контуром, который не свойственен всему рисунку, и выбивается из контекста, это свидетельствует о фиксации на фантазиях как источнике удовольствия, и обычно такие фантазии вызывают у человека тревогу. Если крыша не совпадает по размеру с домом, это плохая структура организации личности. Тонкий контур края или его вообще отсутствие, недорисованность – это переживание ослабления контроля над собственными фантазиями. Сильно прочерчена поверхность крыши, даже если это обосновано материалом, из которого она сделана, например, черепицей, свидетельствует о повышенной тревожности. Наличие карниза, его акцентирование ярким контуром или выходом за контур – это сильная защитная установка, обычно сочетаемая с мнительностью. Если видна только крыша и что-то, обычно забор, дом закрывает, это патологически ограниченный контакт с реальностью. Пример – автопортрет художника, венгерского художника-самоучки Тивадари Коски Чантвари. Он имел репутацию сумасшедшего из-за странности поведения, аскетичного образа жизни и склонности при общении впадать в пророческий тон. Следующий признак – труба. Если ее нет, это нехватка дома психологической теплоты и трудности в столкновении с символами маскулинности. И наоборот, если труба выделена, затемнена,
Это подчеркивание «я мужик», а у женщин возможно нарушение сексуальной роли. Труба как бы перечеркнута, выглядит прозрачной. Это повышенная озабоченность собственной сексуальностью, возможно, эксбиционистские тенденции. Вот здесь вы видите этот признак вблизи. Труба выглядывает из-за крыши, слева вы видите, как это может быть изображено. Страх эмоциональных воздействий. И да, обычно в таком случае дым из трубы не рисуется. Труба с дыркой, как здесь. Импотенция, нарушение сексуальной роли. Что-то другое на крыше, кроме труб и антенн, например, водопроводные трубы, водосток с крыши, усиленные защитные установки и обычно повышенная мнительность. Труба с дымом, теплота в интимных отношениях. Кстати, несколько труб чрезмерно озабочены сексуальной тематикой. Труба, соответственно, без дыма, холод в интимных отношениях или их отсутствие. Дым выходит вправо, пессимизм в оценке прошлых интимных отношений, и наоборот, дым влево, пессимизм в оценке будущего в интимных отношениях. Если дым выходит в обе стороны, свидетельство патологического дефекта чувства реальности. Если нарисован тоненький, обычно спиралевидный дым, это дефицит теплоты в доме. Несоразмерно большой густой дым, внутренняя напряженность в отношениях, значительное внутреннее напряжение. Об его интенсивности можно судить по густоте дыма. Следующий признак – окна. Они символизируют межличностные отношения, характерные для автора рисунка. Количество окон указывает на количество метажильцов, то есть на число значимых членов семьи. Оно может не совпадать с числом членов реальной семьи. Если количество окон меньше, значит кто-то из формальных членов семьи незначим. Если больше, значит есть важный для автора рисунка человек, которого бы хотелось видеть членом семьи, но по каким-то причинам это невозможно. Если пропорции окон нарушены, значит есть какие-то осложнения и проблемы с метажильцами. Окно распахнуто – это прямолинейность, эмоциональные разряды, характерные для автора рисунка в межличностных отношениях. Двери – признак социальных контактов, открытости. Если нет двери, то человек испытывает трудности при стремлении раскрыться перед другими, в том числе в домашнем кругу. Двери, нарисованные последними по очереди – стремление к уединению. Несоразмерно маленькие двери – социальная неадекватность, нежелание впускать других в свое «я». Или чувство несоответствия, неадекватности, нерешительности в социальных ситуациях. Если двери боковые – это отчужденность, отрешенность, уединение, неприятие реальности, неприступность. Несоразмерно большие двери – чрезмерная зависимость от других или стремление удивить своей коммуникабельностью. Двери парадные, расположенные на фронтальной стене – контактность. Распахнутые двери – сильная потребность в теплу извне или стремление демонстрировать доступность. В качестве иллюстрации картина шведского художника Эрнста Юсефсона. При наличии второй двери, как бы ее наличие не объяснялось самим автором, включая балконную дверь на втором этаже, возможен, как минимум допустим или потенциально существует значимый человек вне дома, любовник или любовница. Наличие двора помимо дома – это дерево, цветочки, личные актуальные проблемы, имеющие корни в доме, в отношениях с близкими, манифестация «мой симптом родился в моем доме». Цветочки вокруг – аутизация, деревья – люди внешние, но значимые для автора рисунка. Забор вокруг дома – стремление к изоляции, защите. Глухой усиливает значение, с калиткой ослабевает значение этого признака. Кусты в виде забора интерпретируются как забор, как сильное желание оградить себя защитными барьерами. Кусты, если хаотично разбросаны по пространству или по обе стороны дорожки, незначительная тревога в рамках реальности и сознательное стремление контролировать ее. Дорожка очень длинная, уменьшает доступность человека для контактов и часто сопровождается потребностью более адекватной социализации. Часто рисуются людьми, не имеющими собственного дома. Дорожка очень широкая в начале и сильно сужающаяся у дома, попытка замаскировать желание быть одиноким,
она сочетается часто с поверхностным дружелюбием. Погода, когда изображена, отражает связанное со средой переживания человека в целом. Чем хуже и неприятнее изображенная погода, тем вероятнее, что окружающая среда воспринимается как враждебная. Чаще всего рисуются облака, что свидетельствует об общей тревоге ситуации. Насколько выразительным может быть изображение погоды, видно на зимнем пейзаже Якоба ван Рёйсдала. Подведем кратко итоги по теме «Дом». В целом, то, как нарисован дом, это то, как организована личность автора рисунка. Крыша, как себя автор защищает, напрямую или через фантазии. Окна – характер личностных отношений с близкими и значимыми людьми. Двери – способ отношений с окружающим миром. И, наконец, стены – характеристика границ «я» и самоконтроля. И краткое содержание следующей главы видеокниги «Интерпретация рисунка», которая выйдет тем быстрее, чем очевиднее для меня будет ваша заинтересованность. Подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение.